Теперь давайте поговорим про 2060 Super от Soya. Я уже делал распаковку и первичный обзор, и записал об этом шортс. Если коротко, ситуация такая. В нагрузке хотспот выходит аж в 95-97 градусов, а сам кристалл греется до 80-85 градусов, что в целом по кристаллу так-то нормально, а вот по хотспоту не очень. Поэтому было принято решение вскрывать карту и посмотреть, что у нее внутри. Система охлаждения, как оказалось, намного хуже, чем я себе представлял, ибо трубок всего две, и они проходят только через сам кристалл, а чипы памяти охлаждаются самим радиатором через жирнющие термопрокладки. Бэкплейт вообще, я так понял, ради прикола был прикручен, ибо между ним и платой вообще нет термопрокладок, а он никак не соприкасался с ней. Термоинтерфейс, конечно, интересный. Особенно мне нравится классическая китайская метода намазывания термопасты. Сам кристалл не выглядит прям очень замученным, а вот чипы памяти желтые, прям знатно так, что говорит о том, что это естественно рефаб и чипы не новые. Возможно, даже знатно так жарились. Новых термопрокладок нужного размера у меня не было, поэтому я просто заменил термопасту на MX4, и это ничего существенно не поменяло. Температуры также улетали в стратосферу, и я заметил несколько моментов. Во-первых, китайские инженеры, видимо, очень любят тишину, иначе я не могу объяснить, почему скорость вентиляторов продолжает крутиться на 30% при температуре свыше 70 градусов. Во-вторых, из-за херовой конструкции охлаждения при нагреве именно графического кристалла температуры хотспота, а как мне кажется, эта температура именно чипов памяти, увеличиваются в разы. Ну и наблюдаем мы следующую картину, в которой измученная карта, на которую нацепили отвратительное охлаждение, страдает и греется как не в себя. Но есть решение, а именно настройка кривой скорости работы вентилятора и напряжения чипа, ну то есть андервольтинг. Конечно, еще в идеале будет грамотно измерить расстояние и заменить, ну или установить нормальные термопрокладки. Но это прям для гигачадов решение. Скажу сразу, на 70-75 градусов кристалла вентиляторы уже должны крутиться минимум на 70-80%, а андервольтинг придется делать весьма серьезный, минимум минус 100 милливольт, а лучше еще больше. И тут уже как повезет, вытянет ли кристалл или нет. Я бы даже пожертвовал производительностью в угоду низким температурам, потому что иначе карта с такими температурами не факт, что и 2 года проживет, а возможно вообще меньше года. Хотя как повезет. И вот с такими вот настройками карта в стресс-тесте не греется выше 71 градуса на кристалл и 85 по хотспоту, что в пределах нормальных значений. И такой вариант может прожить и 3 года, и даже больше, ну, если повезет. По итогу мы имеем карту за 15-16 тысяч рублей на момент покупки, которую использовать без доработок очень рискованно, несмотря на неплохую цену. Для незнающих нужно обязательно подкрутить кривую охлаждения и напряжения, благо в MSI Afterburner это можно сделать за 15 минут и применить настройки при каждом запуске системы. Для знающих же желательно будет сменить весь термоинтерфейс и подготовить подходящие термопрокладки. И только если вы готовы к подобным моментам и не боитесь доработать и настроить карту, то тогда вы можете рассматривать ее к покупке. Иначе же такая карта не факт, что проживет больше года. Как альтернативу я советую присмотреться к другому исполнению от этого же продавца, а именно трехвентиляторную версию с RGB подсветкой. Стоит она немногим дороже, в среднем 1000 на 3-4 больше, но при этом температура у нее уже в стоке на уровне допустимых. А с нормальной настройкой, думаю, так она вообще холодная будет. Кстати, я тут полез на страницу продавца и обнаружил, что исполнение 260 Super, ну то самое, которое я показывал, он убрал. И теперь продается какой-то новый двухвентиляторный вариант вместе со старым трехвентиляторным, о котором я говорил ранее. Не знаю, как с новым вариантом обстоят дела, но размеры тут заявлены 210 на 120 на 40 мм, хотя у старого варианта было 240 на 128 на 40 мм. Ну то есть карта стала еще меньше. И если они кардинально не поменяли охлаждение, то я даже боюсь представить, какая же там печка. На этом все. Если у вас остались вопросы или вы хотите что-то обсудить, то жду вас в комментариях. Я всегда рад поддержать аргументированную и адекватную дискуссию. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока!